один-два раз и еще раз о правильном тоне. В данном случае речь будет идти о светосиле. Тон – это то, что даже при незначительном изменении поворачивает форму, создает иллюзию объема и пространства на двухмерной плоскости. Но понятие «правильный тон» в большой степени условно. Имеет значение лишь отношение одного участка к другому, темнее, светлее, на несколько градаций, ступеней темнее, светлее, совсем чуть-чуть темнее или светлее. Таким образом, взяв средний тон, не самое темное и не самое светлое место, только нужно учитывать, что на натуре этот самый средний тон – это не просто один кусочек общей мозаики, не часть плоского изображения, а фрагменты форм, плоскости разных объектов, определенным образом окрашенные и повернутые к источнику света, и не обязательно одинаково повернутые. Допустим, такой средний тон будет нами отмечен у темного объекта на свету и у светлого объекта в тени. Такого среднего тона, вероятно, будет много в дальних планах, на фоне, а вот какие-то объекты и вовсе выпадут из него. Почти черный объект будет темнее в большинстве мест, а светлый светлее. Да и при подборе этого среднего тона он будет меняться от нашего положения, от освещения нашего холста или листа, от положения и поворота палитры. Бывает даже проще сориентироваться на средневзвешенный тон палитры или средний тон карандаша. Подобрать что-то одинаково отстоящее по тону от самой светлой и самой темной краски на палитре, от белой бумаги до темного заштрихованного места, где использовался максимальный нажим карандаша. Итак, взяв этот средневзвешенный тон, так можно и от имприматуры отталкиваться, кстати, проверив этот участок у себя на рисунке, картине методом прямого сравнения, можно заниматься соседними участками, можно, кажется, идти в обе стороны, в светлую и в темную, обрабатывая остальные зоны тоновой шкалы. Однако природная, натурная, реальная шкала шире той, что доступна художнику. Еще и от материала зависит. Твердый карандаш, например, черный соус или вообще масляная живопись. Разница в возможной шкале очевидна. Значит, при работе от середины наши ступени закончатся быстрее. Мы рискуем не добраться до деталей в свету, около блика, например, или в тенях глаз еще различает несколько более темных участков, но возможности материала, того же карандаша, на пределе. Есть несколько решений. Выбор зависит от генеральной идеи, что важнее, показать какое-нибудь драматическое контрастное освещение или, допустим, важна проработка формы, анатомии и тому подобное. Да, можно оттолкнуться именно от среднего тона, а ступени в сторону делать поменьше, шаги, градации тона уменьшить, уместив природную шкалу в доступную по материалу. Или можно отдать предпочтение тени или свету, точнее проработать ступени шкалы в тени или на свету. Последнее обычно предпочтительнее, на свету полнее моделируется форма, тогда как тень все-таки более плоская среда. При этом мы неизбежно пожертвуем чем-то в противоположной зоне, и наша ступень среднего тона сместится вправо или влево, неизбежно окажется темнее или светлее, чем на натуре. И тон наш будет правильным, в очень усеченном диапазоне, а может и вовсе на одной единственной ступени. А еще можно воспользоваться так называемой теорией общего тона Крымова, который предлагал поджигать спичку, сравнивая этот камертон с самым светлым местом на натуре. Будем считать, что эта спичка равна освещенной солнцем белой поверхности. Допустим, это снег или белая стена дома. И это будет самое светлое место на нашей картине. Белила, положим. Да? То есть мы будем двигаться от них в темную сторону. Логика есть. Такой камертон Крымов придумал, чтобы дневной солнечный этюд отличался в целом по тону от, скажем, вечернего. Спичка-камертон заставит нас нарисовать, написать белую стену дома, освещенную вечерним светом, намного плотнее в тоне, а значит и все остальное будет темнее.
При этом некоторые этюды Крымова выглядят слишком уж разбеленными. Ну, не иначе он использовал тут еще и черную лакированную трость, по сравнению с которой все приходилось сильно светлить. Про трость мне рассказывал мой учитель. Была такая байка. С другой стороны, сам Крымов называл вечерние этюды некоторых своих учеников черными заслонками. То есть теория общего тона во многом остается теорией и тоже не приближает нас к правильному тону. Известно также, что некоторые художники добивались эффекта вечернего освещения иначе, используя эффект Пуркини. Особенность нашего зрения в условиях низкой освещенности, в сумерках или лунной ночью, воспринимать все цвета менее насыщенными, смещаясь в холодную цветовую зону с преобладанием зеленоватых и фиолетовых оттенков. Красный при этом станет почти черным, а желтый каким-нибудь серым, серо-зеленым. И не надо особенно шкалу урезать. Да, существуют различные художественные приемы, которые позволяют в некоторой степени снивелировать разницу между природной и доступной тоновой шкалой. Добрать объем позволяет штриховка, направление штриха или даже мазка в живописи по форме. Один из традиционных приемов штриховки набора тона предполагает не пересекать штрихи под прямым углом, а штриховать X-образно, отдавая предпочтение одному направлению, но тоже по форме. При этом штрих или мазок может не упираться в край формы, а ложиться вдоль края, как бы материализуя воздух. Такое обтекание форм сообщает особую пластичную композиционную структуру, которая стала популярна с конца XIX века, но далеко не все художники пользуются этими приемами штриховки. Но так Джозефа Збуковича интересует исключительно тон. Направление штриха хаотично, как будто это не уложенные штрихи, а клякса, капля краски. Но рисунок здесь не самоцель, а скорее подготовка под живопись, под акварель, если точнее, формально это тоже графика. Или это можно рассматривать как самодостаточный концепт или зарисовку в рамках авторского стиля. Как говорил Дэвид Лефель, рисунок – это упражнение для того, чтобы нащупать степень отбора. Насколько можно упростить силуэт, обобщить тени, потерять детали, чтобы это все еще была узнаваемая форма, а не какая-то абстрактная фигура. Или именно в таком рисунке или эстампе определяются те самые движения основных линий, будущая композиционная пластическая структура произведения. Но можно рассматривать рисунок как концепт именно тонального компромисса, на который можно ориентироваться в дальнейшем в живописи. Там возможности, пожалуй, самые большие, но увеличивать ширину ступени проще, чем ее сжимать, сужать. В масляной живописи можно использовать несколько тонких безбелильных слоев на лаке, получая эффект мокрого асфальта, то есть очень глубоких теней. И напротив, на свету применить не только плотные, но даже фактурные мазки, которые могут поймать боковой свет и сделать свет белее белого. Таким образом, в масляной живописи, например, используя максимальные возможности материала, технико-технологические приемы и дополнительные художественные ходы, вроде мазка по форме, контуров или ореолов, существует реальная возможность приблизиться к тому самому правильному тону. А значит, к убедительной форме, материалу, объему, пространству в конце концов. Как-то так.